Это река Дунай. Да-да, Великий Дунай. Как-то необычно, правда? Там Бавария, а это Баден-Вюртемберг. А это граница между ними на мосту. Мы в Ульме. Вы на канале Заметки жизни, и я, Гордей Кун. Здравствуйте. Что приходит на ум при упоминании Ульма? Прежде всего, для всех любителей истории, это битва под Ульмом. Ряд сражений между французской армией Наполеона и австрийской армией фельдмаршала-лейтенанта Мака, происходивших в октябре 1805 года, в ходе которых часть австрийской армии была окружена французскими войсками и капитулировала. Это был славный пролог, а после него был Аустерлиц, вошедший в историю как битва трех императоров, поскольку против армии Наполеона I сражались армии императоров Австро-Венгрии Франца II и российского Александра I. Сражение закончилось полным разгромом союзных армий и победой Наполеона. Картина «Капитуляция Ульма» художника-баталиста Шарля Тевенена, хранящийся в Версальском дворце, как раз отображает события 20 октября 1805 года, когда Наполеон принял капитуляцию генерала Мака. На этой картине хорошо видна главная достопримечательность Ульма – Ульмский собор. Правда, тогда еще с недостроенной до сегодняшнего вида башней. Собор Богоматери Ульмской – крупнейшая готическая церковь на юге Германии, памятник культуры мирового значения. Первый камень, фундамент тогда еще Римско-католического собора, был заложен 30 июня 1377 года бургомистром Людвигом Крафтом под руководством главного строителя Генриха Парлера. И это событие увековечено в надписи на барельефе собора, где мэр Крафт и его жена символически ставят модель церкви на спину согбенного мастера-строителя Парлера. Тогда Ульм был имперским городом. Это храм жителей города Ульм и никогда не принадлежал ни к какому-нибудь епископству или аббатству, потому у него не предусматривалось изначально наличие склепа для захоронения духовных особ. Его строительство финансировали около 10 тысяч жителей города Ульм. С 1530 года, после референдума среди горожан, Ульмский собор стал протестантской церковью. При строительстве собора использованы как песчаник, так и кирпичная кладка. Строительство башни и, значит, самого собора было завершено в 1890 году, более чем через 500 лет от начала строительства. Хотя освящен собор был в 1405 году, к тому времени он был накрыт лишь временной крышей. Высота башни собора составляет 161,53 метра, что делает ее самой высокой церковной башней в мире на сегодняшний день. Хор собора обрамлен двумя хоровыми башнями, которые имеют высоту 86 метров, что тоже немало. Длина здания церкви составляет 123,5 метра, а ширина почти 49 метров. Центральный неф имеет высоту 41,6 метра, это 10-этажный дом. Высота боковых нефов 20,5 метров. В средние века собор мог вместить стоя от 20 до 22 тысяч человек. Сегодня в нем 2000 сидячих мест. В общем, в средние века собор на службу мог вместить всех жителей города, да еще с приезжими родственниками и друзьями. На главную башню можно подняться по 768 ступеням до галереи в верхней трети шпиля на высоте 143 метра. Отсюда открывается панорама города и его окрестностей. В некоторые дни года, когда от гор дует ветер фен, можно увидеть всю Верхнюю Швабию и даже Альпы. Посмотрите на каменный цветок контрфорсов на башне Ульмского собора. Интересно, что с 1392 по 1477 год, в течение 85 лет, главными строителями храма были представители династии фон Энзинген: Ульрих, его сын Матеус и внук Морец, создатель, в частности, свода центрального нефа и этих контрфорсов башни. Примечательны порталы собора с их изображением в тимпанах. У тимпанов чрезвычайно сложное и многопланное теологическое построение. В отличие от большинства, тимпан главного входа, западный портал Ульмского собора, созданный в 1380-х годах, расположен в трехпролетном вестибюле и содержит не только изображение страшного суда, расположенное на заднем плане в трех углах, но в качестве своего основного мотива изображает историю сотворения мира. Здесь Бог создает землю как
вращающуюся сферу, окруженную планетными сферами. Это свидетельствует о том, что в средние века люди уже знали, что Земля имеет форму шара. Под тимпаном между двумя портальными дверьми на центральной колонне расположена скульптура мужа скорбей Ганса Мульчера, известного художника и скульптора Ульмской школы, созданная около 1429 года. Муж скорбей – религиозное изображение страдающего Иисуса Христа со всеми ранами распятий и раной на боку, но живого и не на кресте. Сейчас здесь помещена копия, а оригинал находится внутри собора на юго-западной колонне хора. Некоторые тимпаны для порталов были, вероятно, взяты из старой приходской церкви Богоматерь над полем. Это тимпан, датируемый 1356 годом над Малым Мариинским порталом с изображением рождения Иисуса и поклонения Ему царей. Тимпан около 1370 года над порталом страстей со сценами страстей Христовых. Величественным и одним из самых крупных является Большой Марианский портал, на котором изображены мотивы из жизни Девы Марии. На тимпане свадебного или судного портала, вот интересная взаимосвязь, от 1360 года, который также происходит из старой приходской церкви, можно увидеть изображение страшного суда. Страшное чудовище, пожирающее грешников, просто и наглядно. Витражные окна хора высотой более 15 метров датируются 14-15 веками. Они созданы в мастерских художников-витражистов поздней готики Якоба Аккера-старшего из Ульма и страсбургского мастера Петера Хеммеля фон Андлау. Это самые старые витражи собора. Витражи 19 века погибли во время Второй мировой войны, и их заменяют на современные. Вообще витражи собора очень красивые. Под аркой хора перед тремя престолами находится алтарь креста и души с изображением Тайной вечери, работы ученика Дюрера Ганса Шойфелина, написанной в 1515 году. На месте главного алтаря, утраченного в XVI веке, стоит священный родовой алтарь семьи Лукаса Гутца, называемый алтарем Гутца. Первоначально алтарь находился в притворе башни. Центральная резная часть создана ульмским мастером Никлаусом Векманом около 1521 года и изображает святое семейство, родственников и семью Иисуса Христа. Резные изображения в стиле поздней готики богато украшены золотом. Алтарные же росписи крыльев, созданные Мартином Шафнером, напротив, относятся к эпохе Возрождения. В традициях того времени Шафнер на этих картинах изобразил 3 живых родственников семьи ювелиров Гутц в образе святых. На пределе алтаря изображена Тайная вечеря, причем композиция свидетельствует о том, что Шафнер был знаком с Тайной вечерей Леонардо да Винчи. Одним из самых известных и красивых образцов немецкой готической архитектуры являются хоровые скамьи собора с сотнями фигур, вырезанных из дуба. Они были созданы между 1469 и 1474 годами скульптором Йоргом Сирлином старшим, сотрудничая со скульптором Мишелем Эрхартом. Секции длиной 18 метров имеют четкую структуру и богато украшены резьбой. Бюсты на хоровых скамьях с северной стороны изображают известных людей древности – Пифагора, Цицерона, Птолемея, Сенеку и так далее. Первый бюст не имеет описания, которое можно найти на всех остальных, и, по мнению историков искусств, изображает античного поэта Вергилия. Напротив древних ученых на хоровых скамьях южной стороны изображены сивиллы – фригийская, куманская, кемерийская и так далее. Необычно восьмиугольная купель для крещения 1474 года под золотым балдахином с изображением 6 пророков, 2 королей и гербами 7 курфюрстов. В соборе также хранятся 133 исторических герба или щита. Это самая большая коллекция гербов Германии. В соборе имеется 5 органов, все они современные. Главный орган или большой орган построен в 1967-1969 годах и расположен на главной галерее под главной башней. В инструменте были использованы части материала труб старого органа. Имеет 99 регистров звучания, 5 мануалов, педалей и 8900 труб. Оснащен современной электронной системой настройки. Хоровой орган представляет собой орган типа «Ласточкино гнездо» и расположен на южной стене хора высоко над хоровыми местами. Инструмент построен в 2022 году, имеет 18 регистров, 2 мануала и педаль. Его технико-игровые характеристики выполнены в стиле французского романтизма. Из 3 остальных органов 2 являются мобильными.
С 1890 года в Ульмском соборе каждый день в полдень во время туристического сезона звучит органная музыка. По воскресеньям в полдень проходит органный концерт. Ежегодно в последнее воскресенье перед Рождеством сезон завершается концертом по заявкам, программа которая составляется на основе ранее поданных заявок жителей города. Надо отметить, что в соборе регулярно проходят различные концертные выступления. Завершая рассказ о соборе, надо упомянуть, что на его крыше находится новая бронзовая фигурка ульмского воробья. Старую с золотой веточкой поместили внутри собора. А вот ульмский воробей только на крыше городского дома. Рядом с собором на площади Мюнстерплац находится модернистское здание Штадтхаус, построенное в 1993 году по проекту американского архитектора Ричарда Майера. Штадтхаус своим белым фасадом и современной архитектурой резко контрастирует с готическим стилем собора, но в противопоставлении таким образом пытается его дополнить. По внешней и внутренней облицовке здания использован белый испанский гранит с розовым оттенком роза Данте. Открытые взаимосвязанные выставочные площади, рестораны и магазины залиты дневным светом. Стеклянные фасады, стеклянные крыши, навесы, малые и большие террасы, балконы и аркады открывают вид на Ульмский собор. Наклон крыши отражает архитектуру соседних зданий. Здание используется для проведения выставок фотографий, современного искусства, лекций, занятий и семинаров, включая фестиваль современной музыки. На первом этаже размещается городской туристический информационный центр и другие общественные службы. На нижнем уровне находится постоянная экспозиция археологии и истории площади Мюнстерплац. Самое интересное, что если в 1993 году строительство Штадтхауса вызвало у некоторых жителей протесты, то в 2019 году здание было включено в список памятников, имеющих важное значение для национального наследия. Ульмская ратуша является одним из самых выдающихся архитектурных памятников Ульма. Не в последнюю очередь благодаря красоте фасада, фасадным фрескам и астрономическим часам. Ее история, а состоит она из 3 различных строительных комплексов, началась в XIV веке. Ее нынешний облик восходит в основном к эпохе раннего Возрождения. В 1540 году была завершена роспись фасада северной и восточных сторон, приписываемая Мартину Шафнеру. Эти фрески считаются крупнейшим циклом настенных росписей XVI века в Германии. Ульмские астрономические часы были установлены на восточном фасаде ратуши около 1520 года и капитально отремонтированы в 1581 году Исааком Хабрехтом. Последняя полная реконструкция проводилась между 1949 и 1952 годами. Астрономические часы на Ульмской ратуше представляют собой часы астролябию, имеющие обычную для астролябии северную проекцию. Указатели Солнца и Луны указывают на их положение в зодиаке. До середины 19 века на первом этаже ратуши находился бронзовый котел Кеплера. Теперь он в Ульмском музее, где его можно увидеть. Котел Кеплера или Ульмский котел – мерное эталонное воплощение ульмских единиц мер, веса центнера, мер объема ведра для жидкости, особенно вина, и име, в основном для зерна, мер длины башмака и элля для льна, который астроном Иоганн Кеплер разработал по просьбе городского совета во время своего пребывания в Ульме в 1626-1627 годах во время подготовки к печати своих астрономических рудольфинских таблиц. Проблема коммерческих сделок, в том числе и для купцов Ульма, заключалась в том, что для расчетов используются разные исходные единицы измерения, что приводило к значительным проблемам в учете при торговле. Кеплер рекомендовал построить цилиндрический сосуд, который объединял бы точные единицы длины, пространства и веса и связывал бы их друг с другом геометрически и арифметически. Из внутреннего диаметра сосуда в 1 локоть и внутренней глубины в 2 башмака следует содержимое одного ведра, которое при наполнении водой соответствует 3,5 центнерам. Если вы заполните сосуд 64 раза, то получите 90 имме. А пустой вес сосуда в 3,5 центнера соответствует весу наполненной воды. Особенность сосуда состоит в том, что Кеплеру удалось воплотить 5 мер в одном объекте и тем самым создать универсальную оригинальную эталонную меру для калибровки. По окружности сосуда нанесена надпись в стихах с инструкцией о его применении. Его использовали для проверки и калибровки эталонных сосудов и мер
применяемых для повседневных измерений в городской торговле и коммерции. Эту часть рассказа я выделю в подзаголовок «Не Пиза единой». Падающий дом или кривой дом – фахверковый дом в стиле поздней готики, расположенный прямо на берегу реки Блау, Синем Дунае, впадающей в Ульме в Большой Дунай и имеющий углы уклона от 9 до 10 градусов. Построенный в XIV веке, свой нынешний облик пятиэтажного дом приобрел в 1443 году после нескольких расширений и реконструкций. Его использовали рыбаки Ульма. Со временем сторона дома, обращенная к реке, значительно осела, поэтому уже в начале 17 века пришлось принимать меры по ее укреплению. С 1995 года здание используется как гостиница. 11 современно обставленных комнат, встроенных в старый дом, имеют уклоны до 40 см по длине комнаты. Кровати установлены горизонтально, а в изголовьях расположены уровни, чтобы гостю было видно, что они лежат горизонтально, а окружающая комната наклонена. В 1997 году Книга рекордов Гиннесса признала отель самым кривым в мире. Ради справедливости необходимо отметить, что в Ульме есть еще одно наклонное здание – башня мясника Мецгертурм. Сохранившаяся квадратная кирпичная башня городских ворот средневековых укреплений, построенная около 1340 года в форме стрельчатой арки. На высоте около 36 метров башня мясника наклонена на 2,05 метра на северо-запад, что соответствует наклону в 3,3 градуса. Для сравнения, Пизанская башня имеет отклонение в 3,97 градусов. Висящий с середины верхнего окна канат, как отвес, визуально показывает угол отклонения. Причиной является оседание болотистого грунта. Согласно легенде, башня наклонилась из-за того, что заключенные в нее тучные мясники забились в угол, опасаясь наказания за некачественный товар, когда к ним вошел разгневанный мэр. В фонде библиотеки содержится около 49 тысяч наименований книг, опубликованных до 1800 года, в том числе около 60 средневековых рукописей и 620 инкунабул, многочисленные журналы и справочники, а также коллекция юридической литературы 16-18 веков. В общей сложности коллекция насчитывает около 621 тысячи книг и других носителей информации. Ежегодно ее посещает почти 600 тысяч человек, а количество выдаваемых экспонатов превышает 1 миллион в год. Это самое посещаемое культурное учреждение в городе Ульм. Нынешнее здание Центральной библиотеки, расположенное по соседству с ратушей, создано по проекту известного немецкого архитектора Готфрида Бёма в 1998-2004 годах. Здание высотой 36 метров, спроектированное в виде стеклянной пирамиды, разместились как сама библиотека, в том числе и детская, так и администрация, переплетная мастерская, актовый зал и кафе. Передняя часть здания с западной стороны спроектирована в виде античного театра. На противоположном берегу Дуная находится город-побратим Ульма – Ной-Ульм. Это баварская часть некогда единого города. Но в середине 19 века их снова объединило в единое целое некоторое масштабное сооружение. Федеральная крепость Ульм в Ульме и Ной-Ульме, благодаря своим фортификационным сооружениям, была крупнейшим укреплением 19 века в Европе. Сейчас сохранившиеся здания фортов, казарм и других строений крепости используются в различных целях, в том числе и музейных. Недалеко от Ульма и Ной-Ульма, в соседнем баварском Гюнсбурге, в 2002 году был открыт парк Леголенд. В парке находится 40 различных аттракционов, проводятся интерактивные игры, шоу и представления. Территория парка составляет 140 гектаров и окружена живописным лесом. Его центральную часть занимает сказочная страна из 50 миллионов разноцветных кирпичиков Лего, возведенная усилиями 500 рабочих и дизайнеров. В парке можно увидеть уменьшенные копии знаменитых зданий и целых кварталов Берлина, Амстердама, Венеции и других европейских городов. Ульм хоть и маленький город, но ему есть кем гордиться. В Ульме даже родились два немецких конкистадора, один из которых основал второй по величине венесуэльский город Маракайбо. Уроженцами Ульма была большая плеяда представителей Ульмской художественной школы, в том числе известный резчик по дереву и скульптор в эпохе поздней готики и раннего возрождения Грегор Эрхард, о котором я рассказывал в сюжете об Аугсбурге. Автор знаменитой скульптуры парижского Лувра Святой Марии Магдалины, называемой прекрасной немкой «Ля Белле Алеманде».
Он сын Михаэля Эрхарта, о работах которого был рассказ выше. Альбрехт Людвиг Берблингер, известный как портной из Ульма, немецкий портной, изобретатель и пионер авиации. Его самое известное изобретение – одна из первых версий дельтаплана. Альбрехт Берблингер строил и совершенствовал свой летательный аппарат, наблюдая за полетами сов. Он проводил свои летные эксперименты тайно в виноградниках Михельсберга в Ульме, где склоны виноградников создают благоприятные условия для восходящих потоков. В 1811 году на берегу Дуная с построенной вышки он совершил попытку полета на публике. Нисходящие потоки и взлет с попутным ветром усложнили условия полета и положили конец его мечте. После крушения дежурившие рыбаки вытащили его из вод Дуная под радостные крики многочисленных зрителей. Современники не оценили его. Зато потомки в 2011 году в Ульме организовали масштабную юбилейную программу. Имя Берблингера носит ежегодная научная премия, присуждаемая немецким обществом аэрокосмической медицины «Улица и школа» в Ульме. Полноразмерная копия его летательного аппарата расположена на лестнице Ульмской ратуши. В 2020 году, к 250-летию со дня рождения Берблингера, на берегу Дуная была открыта 20-метровая смотровая башня в виде винтовой лестницы, наклоненной на 10 градусов от перпендикуляра к Дунаю. Проект мюнхенского дуэта художников Бруннера и Ритца. Башня была построена именно на том месте, где Альбрехт Берблингер совершил свою попытку полета. На башню можно подняться в любое время. Конрад Дитрих Магирус, изобретатель мобильной раздвижной пожарной лестницы, множество пожарного оборудования и основатель знаменитой немецкой автомобильной фирмы. Тоже уроженец Ульма. Ее наследница фирма Магирус Дойц выпускала машины, в том числе и автобусы с двигателями воздушного охлаждения. Посмотрите на эти автобусы 50-х годов прошлого века. Ничего не напоминают? Даже логотипы похожи. То, что считалось преимуществом для немецких автобусов, было мукой для советских ЛАЗ-695. А выпускались они с модернизациями, в основном изменений во внешнем виде корпуса, в течение 45 лет. Общее число выпущенных автобусов в СССР составляет около 250 тысяч машин. А еще и поставляемые в СССР знаменитые самосвалы-магирусы для строек отдаленных районов с теплыми кабинами и невиданными в наших машинах магнитолами. Вот такой вклад маленького Ульма в жизнь некогда большой страны. Футболисты-братья Хёнес, Дитер и более известный и заслуженный Ульрих, Ули. Вот он крайне справа на знаменитом снимке финала чемпионата мира 1974 года в компании Герда Мюллера, Берти Фокса и великого Йохана Кройфа, когда сборная ФРГ победила сборную Нидерландов со счету 2-1 и во второй раз стала чемпионом мира. Ули Хёнес – многолетний президент Мюнхенской Баварии. И, конечно же, один из самых известных людей 20 века – Альберт Эйнштейн, тоже уроженец Ульма. Это памятник на месте, где стоял дом, в котором он родился. Закончить свой рассказ я хочу одной фразой Альберта Эйнштейна. Город рождения также уникален для жизни, как и происхождение человека от его биологической матери. Мы также обязаны частью своего бытия городу нашего рождения. Поэтому я вспоминаю Ульм с благодарностью, поскольку он сочетает в себе благородные художественные традиции с простой и здоровой природой. Вот такой он Ульм. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. С удовольствием буду на них отвечать. До свидания.